красивая, но меня не возили на Мальдивы. Он просто пустышка, он пользуется какими-то заумными словами. Чего не хватает современным мужчинам? Я думаю, тестостерона. Всем привет! Сегодня у нас очередная подборка классных видео. Поехали! Я ушла со свидания с молодым человеком, потому что он мало зарабатывает. Или не зарабатывает ничего. Я так и не поняла. И меня захейтило очень много мужчин. Люди в комментариях переходили на оскорбление меня. При всем том, что я не оскорбляла никого. Я лишь сказала, что мне с моим уровнем дохода и реализованности в данный момент не подходит такой формат общения. После этого рилса я задалась вопросом о том, почему сильная, успешная, амбициозная и реализованная девушка так легко попадает под категорию тарелочницы, шлюхи, требовательной или меркантильной. Для меня кажется нормальным, что если ты создаешь себе определенный уровень комфорта, делаешь это самостоятельно, без помощи родителей, папиков, хотя если родители помогают, я не считаю это не настоящим успехом. Если ты создаешь это все сама и умеешь поддерживать свой уровень жизни на определенном уровне, почему кто-то из мужчин оскорбляется на то, что такая девушка не хочет возвращаться снова в шалаш, продавать свою квартиру, 2 машины, офис в Татарстане? И просто мне кажется, что тогда этот шалаш не станет раем, а станет камнем преткновения внутри этой пары. Так зачем идти на этот конфликт, если можно его избежать и заранее выбирать того человека, который разделяет твои амбиции и уровень жизни вместе с тобой? Что вы об этом думаете? Сейчас будет. Мы думаем то, что просто, во-первых, не надо такие подобные рилсы записывать, когда ты сходила на свидание с таким мужчиной и потом высказываешь, что вот я, ну вот как она и сказала, что мало он зарабатывает или вообще не зарабатывает что-то, она, короче, даже и не поняла, сколько он зарабатывает. Ну так тогда, по моему мнению, если ты ищешь своего уровня, такая вся бизнес-леди, ну, тусуйся в таких кругах, где бизнес, только такие вот какие-то очень дорогие места, где 100% будут пачка предпринимателей, каких-то, как они говорят, там миллионеры на каждом шагу прям. Вот там и тусуйся, и найдешь такого, там, да. А, конечно, если ты в обычных знакомствах надеешься, что там просто тебе чудом миллионер сидит, выстрелит тебе он. Да, миллионер он нехер там делать. У него других дел полно, чем сидеть в знакомствах и какую-то там выискивать. Если ему нужна там даже женщина какая-то, он быстро это все организует. Ну да, если для одного дела, наверное. Конечно, для жизни он тоже как-то будет суетиться. Но они обычно и крутятся в каких-то таких кругах, где их тоже какой-то определенный уровень, да, там. Поэтому, что вот это вот на камеру там плакаться? Понятно, что тебя захейтили, потому что, да, естественно, а чего ты ожидала? Если ты выставляешь подобное видео, ну, будь готова к хейту, что тебе выскажут свое мнение. Каждый имеет свое мнение, и он имеет право на это мнение. Вот тебе и накидали тебе за воротник, как говорится, потому что ты так сказала, что вот я такая вот вся не захотела с простым парнем. Никто тебе не говорит, что надо бросать тебе там свои какие-то там доходы, прыгать в шалаш. Нет, ну просто, во-первых, не надо было просто этого делать в целом. Будет много матов, потому что я установила дейтинговое приложение. Сразу получила несколько взаимных лайков и шок. Мужчины просто не пишут. Я сначала думала, что что-то не так с моей страницей. Ну, там, может быть, я не совсем хороша. Но потом поспрашивала своих подруг, и оказалось, что это, в принципе, норма. Типа, с хера ли он должен писать тебе первым? Вы что, там, совсем охуели? Я немножко в ахуе, потому что на протяжении всей жизни видела совершенно другой пример. И в моем понимании мужчина должен подходить первым и писать первым. А теперь поясню для мужчин, которые считают иначе. Малыш, иначе тебя назвать не могу, потому что это чисто детская позиция. Если я напишу тебе первой, то у нас ничего серьезного-то и не выйдет. Потому что первой я пишу только друзьям, коллегам и партнерам по бизнесу. И даже если у нас что-то с тобой получится, я все равно не буду воспринимать тебя как полноценного партнера. Потому что в начале наших отношений яйца в руки взяла я, а не ты. И, девочки, если вы считаете, что это ок написать первой, то сразу вопрос, нахуя вам такой мужик? Потому что если он сейчас боится проявлять инициативу из-за страха отказа, то что же будет, когда он встретится с реальными жизненными проблемами? Я вот не знаю. Почему? Да, и реальные другие жизненные проблемы в сравнении с девушкой, там чаще всего бывает такое себе. А так еще одну просто прорвало, жестко прорвало. Чему ты удивляешься? Зашла на сайт знакомств, ну, какие-то, да, там, приложения. Чему ты удивляешься? Ну да, вот так вот, да. Если ты хочешь семью, да, тоже можешь что-то там проявиться. Да, ну, поэтому я не знаю, чего она буксует. Ну и сразу такая, как сапожница, не знаю, мне такие вот женщины не нравятся. Как бы, будь то девушка, женщина, мне такое не нравится. Когда она вот как сапожница так вот несет, я такую серьезно не могу рассматривать, что она могла бы быть матерью моих детей. Не знаю, как-то, не знаю, скромнее, как говорят, что ли, надо быть или что. Но она такая, какая она есть. Ее вот прорвало, что она зашла и удивилась, что вот ей не пишут, что если лайки друг другу поставили, и никто не пишет.
Ну, во-первых, может, и не понравилось. То, что тебе лайк поставили, это не значит, что сразу ты такая огонь. А тут уже даже и по видео понятно, если такое, ты бы вот это, если бы видео приложила в сайт знакомств, я думаю, многие бы отсеялись. Ну, тот, кто конкретно ищет семью, скорее. Ну, тот, кому ты симпатизируешь в такой манере, да, тот написал бы тебе 100%. А так, конечно, ты ж там, наверное, сидишь такая вся, как говорят, не такуся, с прекрасными фотками, какими-нибудь кучерявыми, и тут, опа! Ну, короче, это обычная история, что их прорывает, я не знаю. Я, если захожу на такие приложения, да, я могу написать, но только то их, что хотя бы по фотке как-то симпатизирует, или какое-то описание такое, что, ну, более-менее что-то там думаешь, ну, давай. И то, в 99,9%, когда ты напишешь, тебя либо игнорят, либо просто тебе, если напишешь про внешность что-то, тебе ответили спасибо, ты пытаешься что-то дальше писать, тебе вообще игнор. Ну, вот она и реальность обратная тоже. Короче, такое. Вот именно сейчас в наших... По какой причине вообще мужчины начали вот так вот себя вести? Счет 50 на 50, не знаю, сама себя обеспечивай. В смысле, Сама доедешь? Сама доедешь, ну, или пригоняй ко мне в ресторан, я тут пиво пью. Я должна что сделать? Я должна что сделать? Сама себе такси, получается, и приехать к тебе в ресторан, где ты пьешь пиво. Серьезно? А у тебя что? Блядь? Я должна отказаться от каких-то других вариантов, которые меня привезли, увезли, накормили, напоили, поцеловали, блядь. Нет, на самом деле, почему реально всю жизнь? Мужчина добытчик, женщина дом. Клянусь, я ненавижу, все знаешь, а как я ненавижу мыть полы, вот это убираться. Я вообще для красоты, любви и богатства рождена. Но если будет вот достойный, нормальный мужчина, я типа не буду чувствовать себя, вообще у меня не будет никаких границ, я буду вылизывать эти полы, я буду мыть это, я буду для него как хатика стоять, буду ждать. Еще нету вот этого вот человека, который смог бы действительно меня расслабить. Поэтому я буду работать и сама себе все это делать. И никто не заставит меня мыть полы, пока я сама этого не хочу, пока мне кто-то не докажет, что он этого достоин. Аминь. Ну, как бы я хочу, это мы уже буду еще посмотреть. Он будет, что пусть я даже останусь, пусть мне 31 мне год, и пусть я буду типа одна, пусть даже буду я всю жизнь. Потом, когда я жить одна, зачем? Я сама себя обеспечиваю. Мужчина всю жизнь добытчик, всю жизнь. Всю жизнь так было. А сейчас вот эти мальчики, мои корзиночки любимые, мы обижаемся и женщин называем меркантильная. Какая же ты меркантильная? Тебе надо деньги. Мне надо деньги. Женщина, которая сама себя обеспечивает в наше время как минимум там на 200 тысяч, ей неинтересно разговаривать с мальчиком, который работает на заводе. Ну извините меня, простите. Я вообще работаю в метро, но у меня столько дел. Я везде. Я считаю, что мужчина должен быть круче меня еще в 3 раза. И сказать мне, не работай в метро. Но я буду. Вот и все. Сколько мне раз... Прорвало еще одну очередную. Ну, такая быдлятина, я не знаю. Это только должен быть мужчина похожий. То есть ее взглядов, ее интересов, возможно, с такими же манерами, которые просто на нее скажут: о, моя любовь работает в метро, это то, что я искал. Ну, понятно, неважно, где она работает, лишь бы была бы человеком. И опять же, там, вот, моего человека, подходящего, нет. Ну, так у всех оно ж понятие разное. У нее ж в башке по-любому вот свое понятие, какой для нее нормальный мужчина. У нас у каждого свое понятие, какая для нас нормальная женщина, девушка. И это норм. А тогда опять там богачи кругом, вот если она зарабатывает 200, нафига из завода. Ну, логика в этом есть, понятно. Но, блин, человечность тоже должна быть. И что-то дискутировать можно вечно. Одним словом, ну да, ее прорвало, опять же, такая вся мат-перемат. Не мой вкус, но я уверен, что много мужчин, как не то что много, но некоторым бы она приглянулась. Потому что мы же все люди разные в целом. Поэтому, ну вот, что-то ее прорвало, а то я там не буду вылизывать, ты должен быть достоин. Так и ты должна быть достойна, прежде чем с тобой захотят какую-то семью. А если я вот такие будут видео посмотрел бы, нет, никогда без такой не захотел семью. Быдло быдлом, конечно. Зарабатываешь, чтобы ты рассмотрела меня как парня. 1 миллион рублей. 1 миллион рублей? По 10-бальной шкале сколько оцениваешь свою фигуру? 1. Почему? Еще не доделала все, что хотела. А можешь показать, покрутиться? Да. А что ты еще хочешь сделать? Грудь? Прям, а у тебя сделай прям большую грудь. Сделаю. Какого размера? 4-5. 4-5? Да. Ты шутишь? Нет. А зачем? Нравится. Знаешь, что спина будет болеть? Не будет.
будет. Что это тяжело. Ты качаешь пену уже заранее? Нет, еще. А дай совет, как парням правильно с тобой познакомиться? Нет совета. Никакой не могу дать совет. У парня уже очень давно. Ну и исправим. А какие тебе парни нравятся? Высокие, блондины, Сколько? светлые. 1,95 м. 1,95 м? Да, Понимаешь, что это вот столько? да, Вот столько. да. Может, ты оставишь таких парней высоким девушкам, Нет. а то им карлики достаются? Нет. Светлые обязательно, Светлые. русские. Глаза голубые, Да. а зеленые пойдут? Ну, можно, да. Но желательно голубые. И доход от 200 тысяч рублей. нормально. Вот объясните мне, что... Она же говорила 1 миллион. Что-то я не понял. Она сказала ему вначале, чтобы ты захотела со мной, или как он сказал, отношений, 1 миллион рублей. То есть, а тут она уже в оконцовке говорит 200 тысяч, чтобы он зарабатывал. То есть, это она имела в виду конкретно, наверное, ему. Если у тебя есть лям, мы потусим. Если у тебя его нет, типа иди нафиг. Но это уже как будто бы экскорт какой-то. Но я имею в виду, если так разложить, по логике вроде бы. А в конце она уже, конечно, свой идеал описала. И что за вот это вот какая-то вот манера. Я на сайтах знакомств тоже много раз сталкивался, когда пишут от 180, от 180. В чем прикол? Какой-то... Им либо кто-то... Я как-то раньше такого не видел. Либо это раньше такое было. Напишите в комментариях об этом. Может, я просто не видел раньше. И насчет роста, вот этот вот нюанс какой-то они писали вечно. А то вот как не зайдешь от 180, от 180. В чем прикол? Как будто бы вы все такие шпалы там ходите. Но я понимаю, скорее всего, тут такая какая-то... Если она сама там 160, допустим, а тут 180, ну, якобы он такой больше, и он крупнее, и все, якобы я под защитой. Какой-то, походу, такой природный инстинкт. Либо им кто-то какие-нибудь психологини навязали. Вот это я точно не знаю. А так, офигеть у нее, конечно. То грудь сделать, то всю себя переделать, и что это будет? Натуральности никакой. Ну, то есть, опять же, ну, не для семьи. Вот такие вот женщины, девушки, ну, не для семьи как-то вот... Если мы говорим за какую-то нормальную, обычную, спокойную семью, ну вряд ли такое выстроишь с такими вот подобными. Я не понимаю. Заботишься о девушке, ухаживаешь, кормишь, даешь деньги, даришь цветы, заботишься, поддерживаешь с ней связь, длительное общение, переписки и прочее. Она уезжает в другой город, идет на свидание, знакомится с парнем и в этот же вечер спит с ним. Через пару часов после знакомства. Что я не понимаю в этой истории? Забота и ухаживание – бессмысленная херня. А потом ты идешь в лесу и думаешь об этой херне всей. Что не так? Ну, тут, брат, да, тут, конечно, да, он, конечно, такой весь мужчина в депрессии, пока что, видимо, недавно после расставания, и сейчас его это прям, ну, видно, грузит, да, аж вышел в лес, там приехал, наверное, пройтись, как-то проветрить голову. Да, ситуация, конечно, ненормальная, ну, всей истории мы там тонкости не знаем, но, да, мы-то видим его сторону, что он заботился там, ухаживал, все хорошо, там обеспечивал, а тут опа, и... Она там поехала и буквально легла под другого через пару часов. Понятно, что была причина. Ну, вряд ли же, опять же, мы не знаем контекста, сколько он с ней прожил, дети, не дети, что, как, там, жена, что. Этих моментов мы не знаем, но если из контекста вот это вот вырвать, то, значит, она и не была изначально хорошей, не была пригодной для семьи и так далее. Тут можно сделать вывод такой. Ну, а что ты еще сделаешь? А так, да, чаще всего, конечно, в расставании и в таких подобных вещах виноваты оба, что что-то там не додавали. Потому что со своей стороны он говорит, что делал как будто бы все. А мы ж не знаем, что она бы сказала. Ну, это уже история умалчивает. В любом случае, это печальная ситуация. Подарил мужчина подарок и обиделся на меня за то, что у меня это не вызвало никаких эмоций. Как бы браслет. Ничего необычного. Обычный классный подарок. Если... Это были бриллианты, но это не бриллианты. На что я ему говорю: милый, не вызвало у меня восхищения, потому что это не бриллианты. Он мне говорит: как ты можешь? Иду в магазин проверять, бриллиант или это. Глаз. Глаз? Мое кольцо, как бы разница. This Это is diamond. diamond. Очевидно. Да, это сапфир. А это, говорит, просто глаз, стекло. Мужчины, на что вы рассчитываете, когда вы такие подарки дарите? То есть это насколько надо быть глупышкой? Девочки.
Это просто насколько надо быть глупышкой, чтобы не быть благодарной своему мужчине. Это очень просто. Опять же, мы не знаем все ситуации, но если так рассудить из вот этого ролика, то просто надо быть благодарной. Возможно, этот мужчина просто ее таким образом тоже проверяет. Подарил ей вот такое вот, не настоящее там. И то я уверен, что эта фигня тоже стоит немалых денег, даже хоть она и сделана под какую-то дорогую. Бижутерия сейчас тоже в цене не слабо стоит. Но это низкий, конечно, поступок. Пойти, проверить, ты меня не впечатлил. Вместо того, чтобы просто от души поблагодарить, нет, иди ты нафиг, типа. Все, ты мне не бриллианты задарил, значит, все, ты херовый. А он, возможно, да, как я сказал, он проверил ее этим образом, что она вообще за человек. Подарил ей специально такой и увидел, что нет, семью с ней нормальную не построишь. Это будет человек такой себе, который будет только тебя ценить за какие-то такие вот дорогущие подарки и так далее, так далее. Вообще, конечно, такое себе. Срочный общий сбор, надо посплетничать. Я не понимаю. Скажите, пожалуйста, у меня одной так или у вас тоже? Почему, когда ты накрашенная, наряженная, такая укладочка, макияж, секси, какое-то платье, мужчины не подходят знакомиться? То есть со мной на самом деле очень редко знакомиться лично. То есть практически не бывает такого. Но когда ты одета по-бомжатски, такой свободный стайл, еще он вот меня высыпает, я сверху надеваю кепочку, чтобы не было видно моих прыщей, потому что я смущаюсь и стесняюсь, как-то некомфортно себя чувствую, пытаюсь волосами это все спрятать, укладка забыла слово свежесть, и ты идешь быстренько там куда-то там по своим делам, чтобы тебя лишний раз никто не видел и не слышал. И именно вот такой момент мужчина, даже не один, хочет с тобой познакомиться, предлагает тебе бокальчик просекко, приглашает тебя на ужин и еще там куда-нибудь. И вот ты стоишь и думаешь, боже, я выгляжу максимально не фреш, чувак, почему ты подходишь ко мне именно в этот момент? Девочки, я не могу ответить сама себе на этот вопрос. Скажите, у вас тоже так? А что ее удивляет? Ничего здесь удивительного для меня нет. Потому что, когда ты видишь, какая-то такая нафуфыренная фифа идет непонятная, то 99%, ну, как мне кажется, напишите в комментариях, если вам тоже так кажется, что значит она какая-то вот такая вот, что неприступная. Если к ней подкатишь, то она обязательно начнет брыкаться, ой, там с ног до головы тебя осмотрит, лицо сразу скривит, и все. Ну, то есть, как будто бы такие в основном каких-то обеспеченных, хрен пойми каких, ищут. И вообще с такими только как будто бы познакомят. Не знаю, такое ощущение складывается. А когда она идет и такая вот простенькая, как она говорит, какие-то там прыщи, какая-то, как она говорит, бомжатская, я уверен, там не бомжатская одежда, а просто обычная. Не такая нарядная, как в ресторан куда-то там прям расфуфыриться, а просто обычная, повседневная, одежда, в которой мы ходим, большинство из нас, просто по своим делам куда-то гоняем, и все. Естественно, да, человек видит, что, да, как бы не особо выделяется, как будто бы обычная, простая, и кажется, что как будто бы адекватная. И вот и подходят, предлагают тебе, да, ресторан, ужин и так далее. Чего она удивляется? Да, такое. Что такое построить отношения в современном мире? Это когда тебе нужно пройти 7 кругов ада. То есть вначале ты общаешься с мужчинами в переписке, большинство из них даже не умеет общаться, потому что либо тебя сразу начнут обвинять в меркантильности, но при этом спрашивать, где и с кем ты живешь, а своя ли у тебя квартира, какая машина, какой у тебя достаток. Возможно, будут скидывать фото своего причиндала и просить тебя что-то прислать. А если ты будешь говорить, что тебе это неинтересно, значит, ты какая-то несовременная. Более того, они могут сносить чаты, потому что на что-то обиделись, игнорировать. Меньшая часть вообще из них доходит до свиданий. Поэтому если свидание все-таки состоялось, скорее всего, на нем тебя тоже будут проверять на меркантильность. Поэтому вы пойдете гулять в парк, и максимум, что тебе могут предложить, ну, это, наверное, кофе. А в конце свидания тебя будут, скорее всего, звать к себе домой или напрашиваться к тебе. А если ты откажешься, то, скорее всего, ты тарелочница. И вот когда спустя всю вот эту вот свалку вдруг тебе встретится адекватный, нормальный мужчина, ты не начнешь радоваться, ты начнешь искать подвох. Тебе будет казаться, что это ненормально, когда мужчина ухаживает, когда он говорит, и за словами следует действие, когда он проявляет максимально к тебе заботу, тебя это начнет даже как-то отталкивать и пугать. Если этот бедный мужчина все это выдержит, потому что ты уже не особо кому-то доверяешь, веришь и вообще хочешь поставить уже крест на вот этом все. Если он это выдержит, тогда да. Тогда у тебя сложатся отношения, и ты будешь счастлива. Девочки, Ну, вообще, тут
Фишка в том, что просто, ну так, она ж таких притягивает, получается, как-то своей какой-то аурой, походу. Почему к ней большинство вот такие вот клеятся? Как-то она себя так ведет. Тут же с женщинами тоже так. Если она как-то себя вот так вот ведет, короче, как она себя ведет, таких она и притягивает. Вот и все. Как в том предыдущем видео. Вот она была расфуфыренная, она никого не притягивала, потому что мужчины думают, да нахер с такой связываться. А тут она, как она говорит, по-бомжатски оделась, все. Привлекает уже, начали ее приглашать в ресторан. Ну, так и тут тоже. У нас тоже все сложно. Как-то она так, посыл такой, что вот у нее все сложно, офигеть, я через эти круги ада пройду, потом нормального не оценю. Так и у нас такая же ситуация. Пока мы там перелопатим таких вот всяких, которые действительно все вот эти непонятные тарелочницы только на деньги клюют. Ну, есть же такие, есть. Если бы этого не было, это факт. Естественно, это факты. Если бы такого не было, сколько таких видео тоже по интернету гуляет, когда действительно, ну, допустим, парень пригласил девушку, раз, они засели там где-то в кафе, в ресторане, и потом действительно она буквально признается, что она просто пожрать пришла. Ну, естественно, он тоже так же походит на свидание, сделает выводы и будет тоже в оконцовке думать, когда встретится ему действительно нормальное для семьи, но в его мировоззрении нормально, да, у нас у всех понятие нормальности разное. Для его мировоззрения появится нормальное, которое действительно там придет не просто пожрать, действительно хочет семью, будет готово над этим работать, ну и так далее, да. И он тоже будет искать подвох. И тут, блин, то же самое, что с их стороны, что с нашей. Чему удивляться, опять же, нечему. Я сейчас заплачу. Мне 28 лет, да? Я не тупая больше. Ну, то есть меня тяжело удивить. Какой рядом со мной сейчас должен быть мужчина? Если я уже понимаю сразу, что он долбоёб. 20 лет меня легко было удивить. Я ссалась кипятком от того, что вот парень скажет, что он гитарист в музыкальной группе. Ну, сейчас-то я понимаю, что это кринж. Девочке 18-20, я была глупенькая. Он мог сказать, я мужик, я так сказал. А я бы сказала, ты такой мужественный. А сейчас пусть рот попробует открыть, я ему там яйца отрежу вместе со всем остальным. Ну, я старшая дочь в кавказской семье. Чел, со мной папа не спорит. Куда ты лезешь, блядь? Я же еще не буду соглашаться на меньшее, у меня ж такой характер. Я лучше заведу еще кошек, я клянусь. Я что, много прошу, просто вот мужика, который знает, что хочет. Мы с тобой пробуем. Я адекватный, и я не долбоёб. Все. Не определившиеся маминкины корзиночки просто. Я не знаю, что это должен быть за мужчина, чтобы я сказала... Одобрено. Я начинаю... Да вообще, посмотрев такое видео, да, я не знаю, кто на такое клюнет. Как она говорит, элементарно даже то, что она говорит, если мужчина будет говорить, вот я сказал, а она, да, типа, буквально иди ты нахер. Нет, это уже ненормально. Я не знаю, какой ей нужен. Ей, походу, тогда нужен такой, наоборот, опущенный какой-то. А опять же, она потом противоречит сама себе, говорит... маменькины корзиночки и так далее. Так только вот такой маменькины корзиночки, как они говорят, какой-то такой непонятный опущенный, он и будет вот так вот тебе там как-то присмыкаться, не будет на тебя повышать голос. А они, походу, хотят так, что вот я королева на троне, появляется мужчина, он меня полностью вылизывает, обеспечивает. Причем вот, например, для меня, что если обеспечивает, это только базовые потребности. Да, я готов обеспечивать базовые. Покушать, какая-то одежда, ну, когда она действительно необходима, а не просто пойти пошопиться на 50 тысяч. Нет, когда она действительно нужна. Ну, и какие-то такие, короче, база, просто база. А роскошь это уже отдельно. У роскоши нет границ. Вот это вот скупка миллионов платьев, скупка там непонятно на Озоне, на Вайлдберрисе всего, это уже нет, это не обязан. Не обязанности никакие мужчины, а просто базовая. Если мы говорим за мужчину, где мужчина будет лидер, он будет управлять всей этой кухней, да, он тогда вот эти базовые обеспечивает. Если же, конечно, она не готова сидеть дома, оба будут работать, но это партнерство. Кому-то удобно партнерство, у нас же разные есть. Есть и такой формат, когда девушка лидер, а мужчина такой более припущенный, и ему комфортно. То есть, вот 3 варианта, каждый выбирает свое. Поэтому, ну а вот с такой вот, ну точно же не будет такой какой-то нормальный такой тип, который будет тянуть семью. Потому что она же уже вот. Тут и корзиночка, не должен быть корзиночкой, это в то же время ты не должен на меня вообще голос повысить, как-то что-то мне высказать, иначе там типа все, яйца там откручу, как она сказала, и так далее. Я там из кавказской... И что? Да, это, конечно, жесть. Это... Я не завидую ее будущему там парню, мужу, вообще жесть.
Понимать, почему я не могу ни с кем познакомиться и встретить мужчин. Вот только что произошел такой вот момент, который мне случился инсайт. Мы пришли играть в падл, здесь красивые мужчины и женщины собрались. И значит, когда люди знакомятся друг с другом, иностранцы, они всегда улыбаются во все 32 зуба, протягивают тебе руку, с обязательным ай-контактом, смотрят тебе в глаза, говорят свое имя, представляются, спрашивают, как у тебя дела, как знакомимся мы, люди из России, особенно женщины. Хай. Все. Вот я по-другому не умею. Мало того, что я из России, я же еще из Дагестана, то меня просто капец. Я вот, когда на меня мужчина смотрит, у меня такое лицо, как будто я верная жена и мать 5 детей, и я вообще, как бы, типа, не в поиске, мне это не интересно. Надо пойти на курс актерского мастерства, наверное. Хотя бы, чтобы вот это вот знакомство произошло. Дальше уже можно ходить со своим покерфейсом. Ну а чё она, опять же, удивляется, да, ну вот и тогда знакомься только с иностранцами, то есть я так понял, ее привлекают иностранцы, когда вот так вот они подходят там, знакомятся, берут за руку, глаза в глаза, как она сказала, и так далее. Чему она удивляется, я не пойму. Да нечему удивляться тут. Ну вот, и вот снова, да, из Дагестана там какая-то, что у меня как будто, да, покерфейс, 5 детей. Ну вот, да, действительно, походи на курсы актерского мастерства, и, возможно, да. А так, такое ощущение, как будто бы она вот, типа вот, мы никто не умеем и близко вообще никак знакомиться, а вот только иностранцы. Как будто, как ощущение, как будто какой-то такой посыл. Такое. И на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и делитесь своими мыслями в комментариях. Всем пока.